Здравствуйте, товарищи! Это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». И у меня в гостях замечательный человек, прекрасный собеседник Олег Владиславович Ясинский, корреспондент латиноамериканского телеканала «Телесур», колумнист испаноязычной страницы «Арти». Тут мы с вами коллеги, правда, я на русскоязычной странице пишу о культуре. Вообще журналист, ведущий замечательный совершенно канал, который все мы читаем. Не знаю, что еще, у меня больше регалий нет, и мы все равно от вас в восхищении. И мы говорим сегодня о столетии Фиделя. И начиная этот разговор, хочется сказать, что я 69-го года выпуска, советский ребенок, всегда Фиделя воспринимал как некий символ. Для нас, наверное, это было такие как это говорят в церкви, местночтимые святые. Люди, которые фактически уже людьми не являются, а превратились в символы. И сама Куба, и сам Фидель, и, безусловно, Че. Все эти люди, они были такой командой непотопляемого авианосца у берегов США. И вот этот авианосец, он символизировал собой абсолютную возможность вот этой проекции коммунистической из мира не вполне достроенного социализма. А потом у нас все закончилось, Великий Красный проект развалился, а Куба осталась. И послевкусие чрезвычайно неприятное от обрушения Красного проекта и от того, что, собственно говоря, очень маленькая по сравнению с огромным советским проектом Куба осталась практически один на один, но с очень серьезным противником. Это самая мягкая формулировка. И Фидель все годы до своего ухода, он олицетворял собой, как мне кажется, абсолютно несгибаемую волю в выбранном пути. Вот об этом хочется поговорить, потому что, конечно, вы знаете много больше. Что-нибудь знаковое о нем, что-нибудь то, что определяет его как одного из основных таких борцов социалистического лагеря за идею. Сергей, прежде всего вам большое спасибо за приглашение. Всегда приятно, хорошая, достойная компания. Опять же, и особенно темы, которые мы попытаемся сейчас затронуть, да, говоря о Фиделе, потому что сейчас месяц Фиделя только что начался, вот 13 числа будет его столетие. Это дата не только для Кубы, не только для Латинской Америки, не только для Латинской Америки и России. Это дата для всего человечества, несомненно. Да. Вот. Именно поэтому говорить о Фиделе настолько трудно, потому что, да, с одной стороны, у нас есть икона, есть лик святого в нашем красном уголке, несомненно, опять же, не только в нашем, а во всемирном. С другой стороны, это живой человек, и вот как найти баланс между одним и другим, как уйти от лозунгов, как уйти от того, что нам слишком хорошо известно, и того, что не всегда помогает, а иногда даже мешает, к живому человеческому опыту, к живому строительству живого исторического процесса. То есть это уже вопрос не Кубы, это уже вопрос не Латинской Америки, это вопрос выживания России, вопрос выживания всего человечества. То есть лично для меня всегда была загадкой, вот откуда человек берет этот свет ума, эту универсальность, эту всеобщность и эту последовательность до последнего дыхания в течение всей жизни. Потому что вот сейчас, готовя книгу, готовя издание его текстов на русском, кстати, многие из этих текстов будут публиковаться впервые, чем больше читаешь Фиделя, тем больше видишь величие, чем больше видишь масштаб этого человека, и тем больше понятно, как нам его сегодня, сейчас, здесь и теперь не хватает. Я помню, что в одном из интервью был такой фильм Оливера Стоуна «Команданты». Вот в этом фильме Стоун спрашивает Фиделя, это был фильм, по-моему, 2004-2005 года, этого периода. Он спрашивает Фиделя о том, обращались ли вы когда-то к психиатру, то есть имея в виду огромные человеческие нагрузки, огромная ответственность в течение десятилетий.
И Фидель как-то очень по-детски удивился этому вопросу, говоришь, на самом деле нет, мне никогда этого не приходило в голову, я сам себе собственный психиатр, я сам справляюсь с этими процессами. То есть, опять же, Фидель – это напоминание нам о необходимости проекта и необходимости человеческой организации, которая стояла бы за этим проектом для того, чтобы мочь двигать историю в каком-то интересном направлении. С этим сейчас у нас у всех огромные проблемы. То есть я думаю, что совершенно недостаточно иметь монстров в виде врагов, что достаточно очевидно. Я думаю, что очень важно заглянуть вглубь нас самих, опять же, в нашу память, в нашу историю, в наше воображение, для того, чтобы смочь вот сейчас, в 21 веке, выстроить что-то подобное, достойного того, что было у нашей жизни и у нашей истории в веке 20. Вот я не знаю, насколько я удачно отвечаю, но вот это все для меня и есть Фидель Кастро, это все для меня и кубинская революция, потому что кубинская революция – это и вся Латинская Америка, и вся Африка, и весь третий мир, который сейчас называется глобальным югом. И в конце концов Россия и Советский Союз тоже неотделимая часть всего этого. Да, безусловно, отвечаете вы исключительно точно. А, Конечно, мы стоим, как, я бы сказал, как уже не отдельные страны и государства, а как человеческая цивилизация на пороге катастрофы. То есть безумие множится день ото дня, вырождение политических элит множится день ото дня, абсурдность полного отсутствия дальних планов по развитию человечества, какой уж там космос, забыто вообще, мне кажется, все, что только можно забыть. И есть устойчивое ощущение надвигающегося такого темного средневековья. Возникает вопрос. Тьму рассеивают люди, которые являются историческими личностями и историческими такими человекофункциями. Те, которые приходят для того, чтобы вот менять ткань истории. Фидель был, безусловно, таким. Второе свойство этих людей – это их пророческий дар. Часто они оставляют нам дорожные карты. Есть ли дорожная карта Фиделя? Можем ли мы руководствоваться ей и пытаться из дня сегодняшнего найти выход? Так, дорожная карта Фиделя. Очень хороший, очень интересный вопрос. Да, Фидель считал себя до последнего дня жизни марксистом-ленинцем. Он на этом настаивал. Он говорил, что марксизм для него является лучшим интересным инструментом, самым совершенным инструментом в анализе, в понимании истории. В то же время он, как никто другой, был совершенно открыт другим точкам зрения, другим кредо, другим взглядом на историю. И на самом деле картина мира Фиделя выстраивается в диалоге с другими, с теми, кто не думает так, как он. Например, есть очень известная книга, она, по-моему, не переводилась на русский язык, называется «Фидель и религия» со священником Фреем Беттом бразильским. Он много часов беседовал об этом. Есть известны очень многие его беседы с философами, с теологами, с марксистами, не марксистами и так далее. То есть он постоянно всем этим питается. То есть наверняка можно справедливо или несправедливо во многом Фиделя обвинять, но Фидель никогда не был догматиком. Он был чрезвычайно открыт новым идеям, он был всегда очень самокритичен и всегда признавал первые свои ошибки, что не часто встречается среди руководителей этого масштаба. Да. Я думаю, что, опять же, нет какой-то универсальной догмы о том, что вот эта Библия, которую написал Фидель, или это абсолютная правда Фиделя, которую мы должны следовать. Для меня лично самый интересный пример Фиделя – это в открытости его сознания, в том, что он постоянно критически переваривал, пропускал через себя очень много разной информации, очень много разных источников, очень много разных философских и политических идей, потому что он встречался не только с левыми, но и с правыми политиками, философами, писателями.
и из всего этого черпал для себя что-то полезное. То есть он, как никто другой, наверное, он понимал, что невозможно делать политику только из политического материала или из чего-то узкоидеологического. То есть здесь должна быть и наука, и культура, и искусство, и философия. То есть Фидель является сплавом всех этих материалов, всех этих материй, поэтому Кубе удалось создать настолько мощный магнетизм, настолько мощный импульс. Именно поэтому маленькая Куба заставила себя слышать во всем мире, и все выступления Фиделя в Генеральной Ассамблее ООН, например, на всех международных трибунах, они были важным событием для всех, причем как для согласных, так и не для несогласных с ним. И все, кто с ним беседовали, причем в том числе его политические противники, они попадали под абсолютную харизму Фиделя, который заставлял очень многих людей заново пересмотреть, проанализировать очень многие вещи. То есть лично для меня вот урок в этой глобальности, в этом фундаментальном, глубоком, очень серьезном подходе к любым вопросам, потому что как бы чтобы понять любое событие, необходимо иметь множество контекстов исторических, культурных и так далее. И Фидель очень яркий пример этого. Как ему удавалось этого добиться, конечно же, наверное, навсегда останется загадкой. Но это было, это так. И опять же, как когда в каком-то из интервью, не помню уже в чьем, у Фиделя спросили, как вы за свою жизнь успели сделать так много, он сразу же тоже, естественно, совершенно без позирования, без самолюбования говорит, благодаря любви. То есть любовь была его движущим, э, его двигателем, его решений, его политики, хотя он, конечно же, не любил много рассуждать об этом. Интересно вот что, если любовь двигатель Фиделя и всей его жизни, и это абсолютно справедливо, я полностью это принимаю, то особенную ценность этот постулат приобретает, если мы посмотрим на его потери, на то, что он вышел из богатой, довольно-таки обеспеченной семьи и сумел отринуть это свое право по рождению приобретенное, предательство сестры, сбежавший в Соединенные Штаты, множественные покушения на него, бесчисленные совершенно, постоянная жизнь под прессом, то есть он же находился фактически на острие атаки социалистического лагеря. Трудно сказать, в разных местах полыхала антиимпериалистическая война в прошлом веке в том или ином виде, но, пожалуй, Куба находилась буквально под ударом молота постоянным, возможным. И на фоне всего этого вот такая жизненная энергия Фиделя, его стремление к свету, одновременно с этим его вошедшая уже в легенды готовность к тотальному самопожертвованию, уверяют нас в том, что это был человек духа, человек глубокой внутренней веры. То, что вы сказали, это максимально подтверждает его беседы с философами, с людьми теософского круга, с правыми, с левыми, со всеми. То есть впитать в себя ткань бытия, переосмыслить ее и лишний раз утвердиться в том, что твой путь верен. Да, все так. Был ли Фидель единственным стержнем Кубы? И что происходит сегодня в отсутствии Фиделя? И может ли Куба устоять? И есть ли вопрос в том, чтобы она устояла буквально? Или уже сам пример ее исторический является неимоверной и немыслимой победой? Общий-то фон крайне неблагоприятный сейчас, но мы говорим о вечности, по большому счету, не сегодняшним днем. Обеспечивается и объясняется жизнь наша. Но я думаю, что прежде всего Фидель был, несомненно, главным стержнем кубинского революционного процесса. Это к нашему любимому вопросу о роли личности в истории. Да. То есть можно сколько угодно об этом философствовать, можно говорить, а как бы классно, если бы вместо одного лидера всегда была какая-то группа равных, демократически избранных и переизбираемых людей, которые бы удерживали тот или иной
интересный революционный процесс на правильном направлении, да. То есть это все очень красиво, очень правильно звучит теоретически, но до сих пор это нигде особенно успешно не работало. Может быть, человечество просто еще не дозрело до этого, я не знаю. Но в случае Кубы, вот в 20 веке, который мы знаем, это было так. Фидель брал на себя ответственность за все основные решения. Он был центром, был душой, сердцем и мозгом кубинского революционного процесса. Отрицать это было бы глупо, смешно. Вот. При этом, конечно же, он был далеко не единственным, и Фидель создал вокруг себя достойную команду, потому что один он бы не справился. Никто один не может справиться, но, опять же, качество, важное качество лидера – это выстраивание команды, на которой можно доверять, на которую можно рассчитывать, с которым объединяют общие ценности, принципы, идеалы и так далее. То есть люди, кому можно доверять, как то люди, которые находятся у власти не ради власти, а ради идеи. Фиделю это удалось, поэтому кубинская революция оказалась возможной, поэтому она продлилась так долго, несмотря ни на что. То есть я имею в виду даже не период после 1 января 1959 года, после победы Кубинской революции, но и задолго до этого, еще до высадки на Гранме, Да. Кубе, то есть еще поездка Фиделя в Колумбию как представителя кубинских студентов. Он был с Альфредо Геварой, со старшим товарищем и первым марксистом, с которым он близко познакомился. Потом Альфредо Гевара играл очень важную роль в кубинском правительстве в области культуры и так далее. Он просто был очень скромным человеком, о нем мало известно, его имя мало звучало, но это человек, который был всю жизнь большим авторитетом для Фиделя. Фидель с ним всегда советовался. И наверняка, если бы мы больше знали личные жизни Фиделя, то, что, я думаю, что очень правильно это все не вентилировалось, не выпячивалось, мы бы нашли еще очень много подобных примеров. То есть были люди, которые были для него очень важны, чье мнение было для него важно, и он всегда вот на все какие-то важные, серьезные темы, он часами, ночами говорил, советовался, прежде чем принимать какие-то решения. Это тоже очень важно, это тоже очень хороший урок и пример многим руководителям, многим властям разных стран о том, каким образом можно выстраивать политику своих стран. Что касается нынешней Кубы, мне кажется, любые рассуждения на эту тему в той или иной степени являются спекуляциями, где мы очень легко можем выдавать желаемое за действительность, очень легко впасть или в повторение лозунгов, в какие-то чисто наши религиозные эмоции и верования, с одной стороны, с другой стороны, очень легко тоже впасть в пессимизм, в депрессию и так далее, потому что объективные новости, они нас совершенно не располагают к какой-то краткосрочному или среднесрочному оптимизму. Ситуация очень плохая, ситуация очень сложная. Я не думаю, что она безвыходная, потому что Фидель не верил в безвыходные ситуации. Опять же, я думаю, что когда происходил штурм казарм Монкада или когда после высадки на Гранме на Кубе в ошибочном месте, в ошибочный момент на болотах они попали под обстрел и осталось в живых человек 12. Шансов у кубинской революции победить и выстоять было несравненно меньше, чем сегодня. Поэтому я Да. думаю, что несмотря на огромные сегодняшние проблемы и угрозу, у кубинской революции, несмотря ни на что, огромный потенциал. Этот потенциал – это народ Кубы, это поколение, которое помнят революцию, это другие латиноамериканцы, это другие люди, это мы здесь, в России. Мы тоже являемся частью потенциала Кубы, потому что мы являемся частью этого процесса. Это то, что нас с детства вдохновляло. Да. И я думаю, что это все очень важно, это невозможно сбрасывать со счетов. Я знаю, что система очень профессионально работает против нас, чтобы загнать нас всех в коллективную депрессию, в пессимизм, говорить, что все потеряно. Я думаю, что не все потеряно. Но для того, чтобы защитить
то, что мы всегда защищали. Нам необходимо многому научиться, необходимо быть самокритичнее, надо перестать быть множеством левых сект, которые между собой вечно спорят о каких-то глупостях. Прекрасно А, сказано про левые да, секты. научиться объединяться вокруг главного. Мы никогда... Есть темы, о которых мы никогда до конца не договоримся. Пусть будут разногласия, пусть будут споры. Это хорошо, это правильно, ни у кого нет абсолютной окончательной правды, мы этого не знаем. Но нужен диалог, спор хорошего, высокого уровня, и необходимо объединение всех каких-то здоровых сил человечества против монстра, который ему угрожает. Поэтому, говоря о Фиделе, я забыл и хочу сейчас вспомнить еще одно важное слово, которое определяет его личность. Это слово «духовность». Фидель, не будучи человеком религиозным, был человеком невероятно духовным. И сейчас мы переживаем момент конфликта духовности с бездуховностью. И вот Жесточайший. на нашей стороне такие глыбы, как Фидель, и, конечно же, не только Фидель, многие другие, это огромный, это колоссальный аргумент в нашу пользу. Надо только научиться пользоваться этим аргументом, и нам надо очень многому продолжать учиться у Фиделя. Фидель – это учебник, это не догма, это не Библия, это не скрижали какие-то там где-то прописанные. Вот, но это то, чему необходимо учиться. То есть век 21 должен учиться у века 20, иначе мы будем отброшены даже уже не в средневековье, а Да, просто куда-то в пещеры или даже на предыдущий период истории. все так, все так. Одним из важнейших аргументов в пользу того, что Фидель был исключительно духовным человеком, для меня является, всегда являлась его способность к прямой речи, к способности говорить с народом долго, системно и очень четко, очень заряженно, с огромным внутренним огнем, увлекая за собой массы, буквально. И это качество у политиков встречается, к сожалению, очень нечасто, а теперь еще все реже и реже. И вот это меня удивляет предельно. И вот та простая, казалось бы, вещь, что если ты во что-то веришь, тебе не нужны бумаги. Ты выходишь на трибуну и говоришь. Ты же знаешь, о чем ты говоришь. Вся твоя жизнь состоит из этого. Ты тотально этим пропитан, как Фидель. Так выйди и сделай то же самое. Никогда. И на этом фоне он становится вот уже даже не просто глыбой, а фактически пророком. Вот такой еще образ у меня в сознании формируется. Абсолютно живым пророком, не какой-то мистической фигурой, а человеком, который всегда и делал то, что говорил, и говорил ровно то, о чем думал. Почему это утрачивается стремительно? Почему простая истина, абсолютно, я не знаю, библейская, общемировая, общечеловеческая, общегуманистическая истина о том, что если ты ведешь за собой массы, ты должен с ними говорить, ты должен бесконечно, ровно столько, сколько нужно, чтобы тебя услышало максимальное количество людей произносить проповеди, Нагорные и прочие другие. Почему это становится все больше каким-то странным табу? Почему Я так? думаю, я думаю, что человек, в принципе, это великая тайна. Я думаю, что такой человек, как Фидель, это тайна тем более. Мне кажется, что, обращаясь к народу, Фидель человек, который очень хорошо знал, чего он ищет, очень хорошо понимал, в чем заключается его миссия в этой жизни. Он вступал в контакт, в глубинный контакт с собой, со смыслом, с космосом. И этот смысл, космос, его миссия, ему подсказывали слова, ему подсказывали шаги. То есть, я думаю, что есть, да, какое-то состояние нашего подключения к чему-то гораздо большему, чем мы сами. И это нам дает силы, когда силы брать неоткуда.
Это приносит очень множество феноменов, которые люди верующие объясняют различными чудесами, вмешательствами каких-то потусторонних сил и все. Я думаю, что это неизведанный, незнакомый нам потенциал человека и потенциал, и это реальная живая связь человека с энергией, с человечеством, с космосом. И вот таким проводником, пророком являлся Фидель, посланцем из будущего, который находил простые нужные слова для того, чтобы объяснить людям, часто людям малообразованным, самое главное, чтобы мобилизовать этих людей на борьбу за будущее в их собственных интересах. Он говорил иногда часами, Да. но невозможно было от этого оторваться. То есть люди не зевали, не скучали. Сейчас очень часто слушаешь речь там на 2-3 минуты, и невозможно выдержать до конца. Начинается зевота, начинается, потому что человеку сказать нечего. Опять же, многие говорящие и без бумажки, тех, кого у трибуны несет, кто рвется к трибунам, и там они всячески зажигают массы, это демагоги, это люди, которые овладели каким-то искусством манипуляции и так далее. Фидель не манипулировал. Фидель Да, безусловно. умел говорить горькую правду, он никогда ничего никому не обещал. Он давал людям понять, что и будущее зависит не от него лично, а от действия или бездействия людей. Он был одним из них, да, у него была определенная роль, определенная миссия, определенное место в этом процессе. Но этот процесс без людей не имеет ни малейшего смысла. Без людей, без народов. Поэтому, как бы, да, как Фидель этого добивался, я не знаю, но я думаю, что каждый из нас в нашей собственной личной жизни может находить какие-то моменты света нашего разума, когда в какой-то трудной, сложной ситуации нас изнутри осеняет какое-то знание, мы подбираем нужные слова, мы совершаем какие-то действия, которые нам с обывательской точки зрения совершенно невыгодны, неинтересны, но мы знаем, что так правильно, и мы так поступаем, и мы никогда не разочаровываемся в будущем, то есть мы гордимся подобными действиями обычно, потому что у каждого есть в жизни момент слабости, момент силы, есть то, чего Да. мы стыдимся, тоже. Вот. И я думаю, что Фидель был счастливым человеком, который был подключен к этому внутреннему озарению, просветлению и очень часто находился в этом состоянии полной гармонии, полного контакта с собой и с миром. Счастливый человек, который был на своем месте. Магнетизм его речей, он ведь действует и по сегодня. И наверняка можно составить некий такой программный, ну не знаю, там, манускрипт какой-то, который будет включать те самые его речи, которые обращены в будущее. Там очень много такого. Есть ли нечто подобное? Можно ли это каким-то образом собрать? Переведено ли это на русский язык? Потому что мне кажется, что это неотделимый такой фундамент от прогрессивного человечества, всего прогрессивного человечества мира. Это есть те самые проповеди, которые обращены ко всем нам, слушая которые мы можем проснуться в любой из дней, вне зависимости от того, с нами Фидель или он уже не с нами по объективным историческим и общеприродным каким-то принципам. Сам Фидель ушел, но та самая связь с ним, то самое его развитие в будущее, его распространенность во всем, что вокруг нас, она осталась. Мне кажется, нам нужны его речи, нам нужен перечень основных работ, нам нужна такая вот квинтэссенция того, с чем он обращался к народу. Это же совершенно особенное построение фраз, построение речи. Вот то самое отсутствие пустоты. Знаете, я очень часто говорю о том, что колоссальные средства сейчас брошены на производство пустоты. Огромные комплексы промышленные работают, они производят пустоту. А настоящесть производят небольшие кустарные фабрики, их все меньше.
Я думаю, что настоящее сейчас производится на коленке очень многими людьми, в то время как пустота там говорит о... Какова терминология пустоты? Создание смыслов, например, и прочие абсурдные вещи, глупости, то есть как будто смыслы необходимо создавать, как будто изначально в нашей жизни нет смысла. Да, Вот. Но в то же время на коленке э, м, пишется история, создаются какие-то идеи, которые атакуют пустоту для того, чтобы ее заполнить чем-то другим. Возвращаясь к Фиделю, к книгах, к переводам Фиделя, мы сейчас, как я уже немного сказал, мы сейчас готовим к изданию. Я думаю, что в этом месяце уже или в начале следующего успеет выйти книга «Фидель Кастро. Революция или смерть» с его избранными интервью, статьями, речами. Это будет серия «Ключи Захара» в издательстве АСТ. о, Вот это прекрасно. такая маленькая реклама. Некоторые тексты будут первыми, впервые переведенными на русский язык, но огромная проблема в том, что он слишком много сделал, слишком много написал и слишком много сказал. То есть полного собрания Фиделя никто пока не замахнулся на этот проект, потому что это слишком много всего. Я сам задавал себе этот вопрос, я искал сборник, и я скачал из интернета, нашел на испанском языке огромный сборник его статей. Он не полный, но он занимает больше, то есть это интернет-издание, PDF, там чуть ли не 1500 страниц мелким шрифтом. И это далеко не все, из этого я тоже пытался что-то выбирать. На Кубе сейчас вышел сборник его речей, статей, это 10 томов, это Центр Фиделя Кастро издал. То есть есть очень много книг, есть очень много разных тематических сборников, его речей, его статей, его интервью. Но я думаю, что, опять же, человечество еще не доросло даже до издания полного собрания сочинений Фиделя Кастро. И я заметил еще то, что если лет 10-15 назад, когда международные цифровые платформы выглядели более демократично, множество речей и текстов Фиделя можно было легко найти, можно было найти их тысячи. Было бы время и желание искать. Сейчас их искать все труднее. Их выпиливаются из памяти, их Да, выпиливаются из этих форм. То есть это тоже целенаправленная политика по избавлению от всего опасного в нашей памяти, в нашем прошлом. Опять же, остаются какие-то лозунги, остаются какие-то обрезанные, кастрированные отрывки тех или иных текстов, а самое главное часто скрывается. Опять же, к сожалению, это связано не только с Фиделем, это связано с многими, это связано с литературой, с культурой и так далее, то же самое. Поэтому сейчас очень важно сохранить эту память, пока можно найти эти тексты, перевести их, сохранить их и не держать их на каких-то виртуальных носителях, которые могут в любой момент по воле их хозяев исчезнуть, а превращать это в бумагу, превращать это в мысль, в действие, в общение. Ну, Фидель как бы слишком велик. Он не вмещается даже в проект идеи создания собственного полного собрания сочинений. Это сама по себе очень интересная тема. Тем не менее, довольно много его издавалось. Можно найти в какие-то старые советские издания, тогда хорошо переводилось. Но я думаю, что, опять же, что со временем интерес к нему будет расти, и найдутся независимые издательства или зависимые от государства. Это было бы идеально вообще в России, да. в других странах, для того, чтобы живая человеческая мысль становилась достоянием наших людей. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности»
даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Вы очень здорово сказали про собрание сочинений Фиделя, а у меня встречный вопрос. Предвидя развитие событий по Брэдбери и по Фаренгейту, конечно, да, от электронных носителей уходить надо. Более того, хорошо бы начать книги выучивать наизусть, потому что случиться может всякое. И в этой связи нет ли у вас ощущения, что то, что Фидель оставил нам как послание в будущее, как мост в будущее, мы можем не успеть дойти даже до этого моста вследствие нарастания всеобщего безумия? Есть множество рисков, и именно поэтому Фидель последние, по крайней мере, 10 лет жизни, он рефреном, он как Кассандра говорил о риске ядерной войны как самом большом реальном риске, который стоит перед человечеством. Вот да, несмотря на ту карикатуру, которую распространяют враги, о том, что якобы Фидель был инициатором идеи, что он предлагал Хрущеву нанести превентивный ядерный удар по США во время Карибского кризиса, что является полным фейком, глупостью, и это очень легко разоблачить историческими документами. Напротив, это был один из самых последовательных противников ядерной войны и принципиальным противником применения ядерного оружия при любых обстоятельствах, как гуманист. Об этом тоже неплохо вспомнить некоторым не только западным, но и российским диванным философам и воинам, которые любят порассуждать о ядерном апокалипсисе, о том, что неплохо бы применить ограниченные какие-то тактическое ядерное оружие и так далее. То есть, немного зная взгляд Фиделя на эту тему, он был самым радикальным противником подобной практики, потому что есть некоторые человеческие табу, есть некоторые человеческие рамки, и ядерное оружие относится к этому. Да, мы сейчас находимся в страшный момент истории, когда все эти угрозы, они велики, как никогда раньше, но сейчас мир переживает момент гораздо более опасный, чем время Карибского кризиса, потому что во времена Карибского кризиса в мире было очень четкое идеологическое разделение, то есть было понятно, как проходит линия разделения, взгляд, идей. И на Западе были, пусть наши враги, но трезвомыслящие люди, здравомыслящие политики, начиная с Кеннеди и заканчивая многими другими, с кем был возможен диалог и с кем можно было достигать каких-то договоренностей. Проблема нынешнего момента, мы сейчас достаточно послушать Трампа и всех его подсвинков европейских и всю эту публику вообще, и совершенно понятно, что никаких договоренностей с этими людьми Быть не может. В принципе, да. Они не привыкли ни с кем договариваться, и это люди люмпины по своему сознанию, абсолютно безответственные как перед собственными народами, так и перед миром, и они могут творить все, что угодно, и, к сожалению, наша слабость, наше бездействие, слишком долгое самоуничтожение Советского Союза, да, дало им слишком много безнаказанности, что привело к тому, что они ведут себя так, как себя ведут. Необходимо их ставить на место, но, опять же, для этого не обязательно развязывать ядерную войну. Я думаю, что у человечества и у России достаточно других средств сейчас. И опять же, чтобы это лучше понять, опять же, чтобы нам стать людьми более этичными, более духовными, более глубокими и более мудрыми, может быть, нам Фидель необходим сегодня как воздух. Вот та легенда, о которой вы упомянули, о том, что Фидель готов был пожертвовать Кубой, она действительно очень распространена, и был крайне зол на Хрущева за некое такое, бездействие, на недоведение, казалось бы, назревающего конфликта до конца. Не является ли это следствием такого внутреннего народного отчаяния, некой такой истории, знаете, как такого гнева, бессилия, как если бы мы вспомнили сейчас
Стругацких «Трудно быть богом», и когда обращается там к прогрессорам, я уж не вспомню точно героя, вы понимаете, о чем я говорю, и он говорит им: вы все можете, дайте нам оружие, не хотите ввязываться сами, дайте нам, мы сами их всех убьем. Я хочу Это уточнить, такая ситуация, это очень сложный вопрос, да, это очень сложный вопрос, который всегда стоит, в том числе перед всеобщими левыми всего мира. Представим себе, что мы строим мир, представим себе, что сталинская идея, брежневское последующее сосуществование мирного двух систем каким-то образом осуществляется. Беда только в том, что мы со своей стороны всегда эти обязательства в то время исполняли, а наши противники нет. Как быть? Как быть? И понятно, что гуманизм Фиделя безусловен, это ясно. Вопрос в том, что при этом своем гуманизме сам Фидель, не устраивая покушения на американских президентов, пережил такое количество покушений на свою жизнь. Ну, в общем, это даже уже... Даже как-то неудобно произносить эту цифру в эфире. Сергей, я думаю, что, во-первых, если мы говорим о левых, от левых можно сразу же отсечь большую часть, которые левыми никогда не были на самом Ну, деле. Настоящих левых, пусть очень ограниченных, пусть невысокого полета, пусть догматиков, таких как мы, их сравнительно немного в мире. отлично. Вот. Большинство левых, Будем которые держаться себя вместе. таковыми называют, это правыми, это правые на самом деле. Это первое. Второе, что касается Карибского кризиса, Фидель был готов пожертвовать кубинским народом на самом деле. Вот я хочу немного уточнить. Фидель, Если если можно, опираться да. на его интервью после этого, Фидель всегда понимал и говорил, что история одной страны и история одного народа может быть принесена в жертву ради мировой социалистической революции. Он это говорил очень прямо, очень четко. И дело не в том, что Фидель был готов пожертвовать кубинским народом. Кубинский народ был готов собой пожертвовать ради победы социализма в мире. Потому что невозможно победить, не принеся в себя в жертву, не принеся ничего в жертву. Поскольку сам Фидель всегда был готов и приносил себя в жертву, и любой настоящий руководитель любого революционного процесса, он должен идти до конца и должен быть готов погибнуть за свои идеалы, иначе лучше в это не ввязываться и заниматься в жизни чем-то другим. Я не морализирую, я просто расставляю правильные акценты, как мне Да, да, кажется. все так. Когда наступает момент Карибского кризиса, и понятно, что вторжение на США практически неименуемо, и когда на Кубе находятся советские ракеты, было совершенно понятно, что в случае ядерного конфликта, может быть, там от США, Советского Союза что-то бы осталось, может быть, кто-то победил, может быть, там было бы прекращение огня, потом, не знаю, трудно сказать, что возможно и что невозможно, но однозначно и очевидно было то, что Куба в силу своей территории, географической приближенности к США, Куба стопроцентно оказалась бы первой жертвой ядерной войны. Кубинский народ сознательно на это шел не ради себя, не ради Кубы, ради мирового социализма, в который он верил, и Фидель. И это было совершенно однозначно сказано Фиделем. То есть, как сам Фидель говорил о том, что тот, кто не способен бороться за других, кто не готов бороться за других, не способен бороться за себя. Это к вопросу абсолютного интернационализма кубинской революции, роли Кубы в Африке, в Латинской Америке и так далее. Но кубинцы никогда бы не нажали первые на кнопку, кубинцы никогда первые бы не начали. То есть кубинцы, Фидель, они были готовы быть, и они оставались на первой линии, были готовы погибнуть первыми за великую идею, которая объединяла. Естественно, когда Хрущев потом договаривается с Кеннеди, это вызвало очень сильно, это было очень больно, это вызвало неготование Фиделя, не только Фиделя, всего кубинского руководства, потому что сверхдержавы опять за спиной Кубы договорились, не спросив даже ее мнения,
Если начинать сначала, кубинский кризис, Карибский кризис начался с того, что Штаты обнаружили со спутников российские ракеты, российские советские ракеты, которые там размещались в обстановке полной секретности. Да-да. Фидель изначально был противник этому. Фидель считал, что Советскому Союзу и Кубе нечего скрывать. Куба – суверенная страна, Советский Союз – суверенная страна. Советский Союз передает свои ракеты своему союзнику для защиты от вторжения. Здесь не надо было ничего прятать, надо было называть вещи своими именами с первого дня, а не как Советский Союз тогда говорил, что это слухи, это сплетни, этого нет. Потом оказывается, что это есть. То есть я думаю, что до сих пор российской дипломатии есть чему поучиться в тех карибских времен, да, там по поводу и участия России в Донбасском конфликте и так далее. То есть я Да-да. думаю, что когда Да-да. нечего скрывать, очень важно, это дает нам сильную позицию. Вот это первый момент. И второй момент, Фидель говорит, что в конце концов Куба, конечно же, согласилась бы на эту договоренность, потому что Куба не хочет ядерной войны, Куба не самоубийца. Вот. Но символическое присутствие Кубы, которая рисковала первой, которая была первой на этой линии, с этической точки зрения было бы правильно. И Кеннеди был готов идти на гораздо большие уступки. И в этот же момент можно было поставить вопрос и о выводе войск с базы в Гуантанамо на Кубе, которая до сих пор контролируется США. Это часть кубинской территории. И можно было вывести американские ракеты из Турции, которые были размещены. То есть, если бы Советский Союз и Куба выступили тогда вместе, и Фидель тоже участвовал в этих переговорах, в мировой социалистический лагерь, который тогда существовал, он мог мог выиграть гораздо большего. Да, безусловно. И это мог Но, бы к быть довольно сожалению, серьезный паритет. да. Тем не менее, это очень интересная история, это очень поучительная история. Сейчас множество документов на Кубе в начале, какие годы, по-моему, уже в 90-е, в середине 90-х, была проведена одна или две конференции по поводу Карибского кризиса. Там были американские политики и военные участники с той стороны, советские участники, кубинские участники, и лично Фидель. Они встретились, посмотрели друг другу в глаза и обсудили эту ситуацию с точки зрения истории. Это невероятно интересный опыт. У меня в Чили где-то осталась книга, я на Кубе купил. Как раз вот на Кубе был издан сборник документов, выступления всех участников этой конференции. То есть это бесценный исторический материал. Скажите, вот в завершении нашей сегодняшней совершенно замечательной беседы сделаем допущение, если бы во главе социалистического лагеря на тот момент стоял не Никита Сергеевич Хрущев, а Фидель Кастро Рус, как бы повернулась история? Я понимаю, что это странно звучит, но мой вопрос, тем не менее, не совсем пустой. Он как раз о роли личности в истории, которая нас не отпускает. Сколько бы нам ни рассказывали сейчас о коллективном, сознательном, бессознательном, о демократической творчестве масс, вот весь этот бред, вот этот безумный, мы понимаем, что очень многое определяет именно личность в истории. И та личность, которая несет в себе вот этот заряд связи и со своим внутренним миром, и со всем миром, то, что мы сегодня говорили о Фиделе, то, что вы очень хорошо подчеркнули, как могла бы измениться история мирового социалистического движения? Потому что явно, что фигуры это абсолютно несоразмерные по внутреннему огню. Сергей, прежде всего, сейчас существовало бы мировое коммунистическое движение настоящее. То есть это первое изменение. Я думаю, что главное, если бы человек масштаба Фиделя или подобного масштабу Фиделя был во главе Советского Союза в этот момент, в конце 50-х, в начале 60-х, не произошло бы самой большой трагедии мирового коммунистического движения, не произошло бы раскола между Советским Союзом и Китаем.
О, да. И если бы Китай и Советский Союз сохранили свое союзничество, как это было на первом этапе китайской революции, я думаю, что, по крайней мере, большая часть мира была бы сейчас социалистической. То есть были бы спасены миллионы человеческих жизней. Мы бы избежали сотен войн. Украинской трагедии нынешней точно бы сейчас не было. То есть мы бы жили в совершенно другом мире, осваивали бы космос, наверное, беседовали бы здесь с вами о Фиделе точно в любом случае, но Да. еще у нас было бы множество других тем, которые даже не приходят нам в голову Да. из-за того кошмара повседневного, который нас окружает. Из-за этого измельчания политики, из-за этой измельчания Да. политических лидеров, и из-за этой всеобщей деградации, люмпинизации населения планеты Земля, то, что достигается благодаря социальным сетям, платформам, которые сейчас являются учителями истории. И ну вот так. Да, подведем на этом черту с надеждой на наши будущие эфиры и на ваши живые визиты на Аврору. Это будет замечательно. Надеюсь, в сентябре это сложится. Я очень признателен вам за этот разговор, за вот этот ответ на финальный вопрос. Здесь я даже комментировать ничего не хочу. Тут огромное пространство для поразмышлять всем нам и вернуться к этому еще раз, скажем, вот в сентябре, когда торжества пройдут, и мы переосмыслим еще раз значение Фиделя и положение социализма в сегодняшнем вот этом нашем разваливающемся на куски мире. Огромное спасибо вам. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и мой замечательный гость Олег Владиславович Ясинский, журналист, колумнист, писатель Сергей. и очень серьезный специалист по Латинской Америке, который по сейчас остается все-таки одним из серьезных костров революции. Спасибо. Спасибо.